Всем привет, дорогие подписчики нашего канала и те, кто впервые меня видит. С вами Таня, и в этом видео я расскажу о том, как найти жилье в Грузии, какие цены на данный момент в разных городах и какие есть нюансы при аренде жилья, поэтому досматривайте, пожалуйста, это видео до конца, дабы не остаться без денег и на улице. И перед тем, как начнем, попрошу вас подписаться и поставить лайк этому видео, дабы не пропустить новые полезные видео от меня. Поехали! Туристический сезон почти закончился, и цены на жилье в Грузии вроде только начали снижаться. Но из-за событий в России, связанных с мобилизацией, большое количество людей приехало в Грузию, что спровоцировало дефицит жилья и рост цен более чем в 3 раза. Но жить где-то нужно, и желательно, чтобы аренда жилья была не по цене крыла самолета. В большом городе, таком как Тбилиси, и до этого цены были выше. А так как большинство приезжих выбрали этот город для релокации, то и цены здесь выросли стремительнее. Какой город выбрать? Для начала хочу вам рассказать о том, какой город лучше выбрать вновь прибывшим. На столице Грузии Тбилиси внимание сильно заострять не буду, поскольку там очень дорого, и большинство останавливаются там, потому и жилье в Тбилиси сейчас в дефиците. Но в целом это видео будет полезно и тем, кто решит остаться именно в Тбилиси, поскольку тема видео общая. Какой же город выбрать? Батуми – популярный туристический город на берегу Черного моря. Именно здесь мы с моими милыми живем, и нам все нравится. Обзорные видео о Батуми есть у нас на канале, если будет интересно, можете посмотреть их. Также недалеко от Батуми есть еще города, которые поменьше, но зато и дешевле. Например, город Поти, который тоже расположен на берегу Черного моря, менее чем в 1,5 часах езды от Батуми, или Кутаиси, который находится менее чем в 3 часах езды от Батуми, и в котором есть очень хороший международный аэропорт. Когда определились с городом, первым делом желательно заселиться на 3-5 дней куда-нибудь в отель или хостел, который можно найти при помощи Google карты на месте, перевести дух с дороги, приобрести местную сим-карту, поставить на телефон приложение Максим или Яндекс.Гоу для вызова такси и начать искать жилье в долгосрочную аренду. В Грузии квартиры сдаются, как правило, посуточно или на долгий срок, то есть на год. Снимая жилье в аренду, арендатор обычно платит сразу за первый и последний месяцы. Комиссию риэлтору обычно платит сам хозяин квартиры, поэтому собственники неохотно идут на сотрудничество с риэлторами и предпочитают сдавать в аренду жилье сами. Есть несколько мест по поиску жилья. Первое – удобные русскоязычные группы в соцсетях и чатики в Телеграме. Но, как правило, варианты жилья там часто сильно дороже, и занимаются ими в основном риэлторы. А также есть сайты местные, о которых я и расскажу вам сейчас. Вот 2 самых популярных сайта, связанных с недвижимостью. Это MyHomeGe и SS.ge. Именно через них мы и нашли наше жилье, потратив 4 дня на поиски и просмотры. Начнем с первого. Как только заходим на главную страничку сайта, сразу можно поставить русский язык для удобства. Затем выбрать тип недвижимости, который нас интересует. В данном случае аренда квартиры. Выбираем город из списка и ищем. Для начала выберу уже родной Батуми. Тут можно выбрать функцию «Показать на карте» и жилье от собственника или от агентства. Выбираем от собственника и смотрим. Вот такие варианты здесь есть на сегодняшний день. Цены, конечно, подросли. Размах цен от 400 до $1200. Но если хорошенько поискать, можно найти и подешевле. Вот, кстати, сдается за $600 трехкомнатная квартира на улице Чевчевадзе. Это большая улица, которая проходит через большую часть города. Такую квартиру можно снять на большую семью или с кем-то скооперироваться и заехать. А это двухкомнатная квартира за $500 на улице Парнаваса, которая находится в центре старого города. В принципе, в Батуми цены достаточно адекватные. Вот, к примеру, цены в Кабулете. Это в 15 километрах от Батуми, рядом с турецкой границей, и место считается элитным курортом. Далее квартиры в аренду в маленьком городке Поти, который не так популярен у приезжих, поскольку развивать его стали относительно недавно. Ну и, наконец, Тбилиси. На первый взгляд сразу видно, что цены здесь сильно выше, чем в предыдущих городах,
Но кто ищет, тот обязательно найдет. Переходим ко второму сайту ss.g. Алгоритм действий такой же. Выбираем язык, задаем параметры поиска, выбираем нужную валюту и смотрим. Я также выбрала варианты от собственников, и вот что есть на данный момент. Смотрите, выбирайте подходящие варианты и прям сразу звоните им и договаривайтесь о встрече. Писать через сайт или через мессенджеры им смысла нет, по себе знаю, отвечает на сообщение 1 из 20. Звоните и договаривайтесь сразу ехать смотреть, иначе завтра квартиры уже может не быть. Когда нашли подходящий вариант, нужно обезопасить себя, дабы не остаться на улице и без денег. Поэтому при аренде жилья обязательно посмотрите, а лучше сфотографируйте документы собственника и проверьте документы на само жилье, чтобы имя совпадало. Если человек наотрез отказывается показывать документы или начинает скандалить, бегите оттуда. По возможности сделайте, конечно, нотариально заверенный договор, но хочу сразу сказать, что в Грузии иностранцу от него толку мало. А цена аренды из-за договора может вырасти смело на 20%, так как арендодателю придется в таком случае платить налог эти 20%. Но если вы снимаете через риэлтора, то договор должен быть. И обязательно со всеми данными. Также сфотографируйте счетчики на электричество, газ и воду. И если с вас попросят дополнительный депозит, сфотографируйте поврежденные участки квартиры или мебели перед заселением, дабы с вас их потом не вычли. Дополнительный депозит могут попросить, если вы собираетесь жить с маленькими детьми или питомцами, такими как кошечки или собачки. Когда мы снимали жилье с нашими 2 котами, нас о них расспрашивали больше, чем о том, чем мы занимаемся, кто мы такие и так далее. Так что, если у вас имеются детки или питомцы, будьте готовы к дополнительным затратам и усложненным поискам жилья в связи с этим. Ну что ж, дорогие мои, желаю найти вам свое уютное жилище в этой красивой стране. Надеюсь, мое видео было вам полезно. С вас щедрый лайк и подписка. До новых встреч, всех вам благ!